Здравствуйте, друзья! Лето не прошло зря. Я закончила такой замечательный проект. 2 подушки, вязаные одновременно по кругу, то есть по спирали, для того, чтобы получилось красивое и аккуратное лицо. Если вас заинтересовал такой метод, дальше я расскажу все поподробнее. Вначале, как всегда, набираем длинную цепочку из воздушных петель. Я ставлю маркеры после каждой сотой петли. Потом 4-ю петлю от края начинаем вязать столбики с накидом. Сначала синего цвета и потом вводим нитки сперва белого цвета и нитку цвета лосося. Нитки я увожу за несколько петель до начала вязания этим цветом. И потом вяжем в технике жаккард, меняя цвета. Нерабочие нитки, как всегда, прячутся в середину столбиков с накидом. Когда закончился первый ряд первой подушки, я вяжу переход из 10 петель приблизительно, захватывая все 3 нитки, и начинаю вязать вторую подушку, пропускаю 10 петель, в 11-ю петлю вяжется первый столбик с накидом. В конце первого ряда второй подушки также вяжем переход из 10 петель и соединяем его с началом подушки, то есть закольцовываем работу. Смотрим, чтобы кольцо у нас не перекрутилось, и начинаем вязать второй ряд, провязывая столбики с накидом в столбики предыдущего ряда. Между подушками делаем переходы. Тут есть один нюанс, чтобы края получались ровные. Я покажу, как надо правильно вязать переход. Последний столбик закрываем до конца, захватываем все 3 нитки и вяжем переход, то есть 9 петелек, а 10-ю петельку вяжем только одним цветом, цветом следующего столбика. И дальше вяжем первый столбик следующего ряда. Итак, 2 верхних полотна подушек у меня готовы. У меня ушло почти 300 грамм ниток. И дальше надо закрепить края подушек, чтобы они не распускались. Поэтому я прошиваю зигзагом по краю. Ширина зигзага 3-4 мм. Так надо пройтись по всем 4 краям. Захватывая не больше 2 столбиков, это будет наш припуск. Дальше берем ножницы и аккуратно посередине переходов разрезаем наши подушки, то есть отделяем полотна. Перед сборкой я рекомендую также полотна постирать, высушить и проутюжить, чтобы они дали усадку и приняли хорошую форму. Как сшивать подушки? Смотрите мое следующее видео. Узор можно найти на Ravelry. И до новых встреч. Пока.